Hello again, basketball fans. I'm Rick Camlow, welcoming you to another edition of NBA Vault. This week, we're going to step back and put up some threes. Not three-pointers, but some of the greatest trios in NBA history, including big threes of the Boston Celtics, past and present. And joining us, our own dynamic duo, Hall of Famer Gail Goodrich and New York Post columnist Peter Vesey. And since we're on the subject of big threes, do I make it a big three, or is it just a dynamic duo? Физкульт, привет! У нас очередная программа, которая называется NBA Vault. Архив того, что было хорошего в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Сегодня будем вспоминать великие троицы в истории NBA. Например, Бостон Селтикс и их великая передняя линия, фронтлайн в лице Кевина Макхейла, Роберта Перриша и Лэри Бёрда. Традиция Бостон Селтикс — это то, что и привлекло меня первоначально сюда, в этот город, который называют самым европейским в Америке. Ты можешь чувствовать историю, ты можешь прикоснуться к ней, просто пройдясь по этому дворцу, где висят все легендарные майки бывших знаменитых игроков Селтикс. Эти парни всегда знали, как играть, у них был высокий баскетбольный IQ. Они были интеллигентными на площадке. Будем надеяться, что и мы продолжим эту традицию. Good action. Come on, White. Get your team in order. Come on, White. We got Ray in the trade. I knew we was taking steps to become a better team. Мы находимся в тренировочном лагере Бостон Селтикс. И мы делаем маленькие шажки для достижения большой цели — стать самой великой командой. I really wasn't receptive about being moved in the first place, but when I saw the trade for Ray to Boston, it definitely changed on how I looked at things. KG, let's say you hit it here, you can go this way, follow that. You and Paul now playing the two-man game. So when that happened, it was like hands down, this is what I got to do if I want to have a chance at winning in this league. Иметь шанс выиграть в этой лиге — все, что я просил. И мои мечты сбылись. KG боится ванночек со льдом. Нам нужно только наслаждаться тем, что происходит. Сейчас, в какой ситуации мы все оказались, мы большая троица, мы ответственны за результат команды. Сидлс, как Битлз. Баскетбольные. The Seedles, huh? Hey, led by Pierce, Allen, and Garnett, the Celtics burst out of the gate this season and tied the best start in franchise history. Сидлс выступили очень неплохо в первой половине сезона, повторив рекорд по самому удачному началу кампании Бостон Селтикс, но вот в середине кампании начали немного даже буксовать, и все стали задаваться вопросом, а не рано ли начали короновать Бостон Селтикс. Ну, правда, была одна и объективная причина — травма Кевина Гарнетта, из-за которой он пропустил несколько матчей и не сыграл в All-Star Game.
С другой стороны, я думаю, нет такой уж большой задачи у Бостон Селтикс даже попробовать повторить рекорд Чикаго Буллз сезона 95-96 и одержать 72 победы в регулярном сезоне. So to me, it's pretty easy. They all wanted to be in that spot. I think it's all about camaraderie here. Парни должны сыграться. Они до этого выходили на площадку в одной команде только в каких-то летних лигах, может быть, для звезд. Is this finally the year that now they've joined as the Three Musketeers, the Seedles, whatever you want to call it, that they'll get to the finals, not just the Мушкетера, Сидлс, дойдут ли они до финала? Вот в чем вопрос. Выглядят-то они неплохо вместе. Все эти трое поодиночке испытали умопомрачительный успех на баскетбольной площадке. И главное теперь им сложить все то, что есть у каждого из них в общий баскетбольный сундук и донести его до финала NBA, а там, я думаю, уже гордость всех предыдущих побед Celtics им поможет выиграть, наконец-то, принести Бостону первый с 1986 года титул чемпиона. Многие упускают то, что Бостон Селтикс в этом составе является одной из лучших защищающихся команд в лиге. Кевин Гарнетт цементирует практически всех. Мы возвращаемся к программе, которая посвящена большим троицам в командах Национальной баскетбольной ассоциации. Сейчас речь о тройке игроков Сан-Антонио Спёрс. Эммануэль Джинобили, Тони Паркер и Тим Данкан. Грег Попович, главный тренер этой команды, нахваливает аргентинца за его настырность, настойчивость, желание пожертвовать всем, что у него есть. Тони Паркер очень быстр, очень находчив и неостановим в проходе. Это, пожалуй, то, что отличает его от всех остальных, даже самых быстрых игроков задней линии ассоциации. Каждый доволен успехом своего партнера, каждый поддерживает своего товарища. В этом сила нашей большой троицы. Тим Данкан, Эммануэль Джинобили и Тони Паркер вместе выиграли 3 титула чемпиона NBA за последние 5 лет. Единственный раз Данкан выиграл без этой парочки еще в 99 году, когда у него в партнерах был сам Дэвид Робинсон. Тем не менее, все эти успехи позволяют назвать Сан-Антонио Спёрс действующей династией ассоциаций. Все начинается с разыгрывающего, с Тони Паркера, с человека, у которого просто феноменальный взгляд на баскетбол и возможности воплощать задуманное в реальность.
unless you're going to have different dimensions. They all can't do the same thing. They all have to expand their games and not only do what they're best at, but then they have to try to do things that they're not even good at or lay back off the things they can't do. Люди умеют абсолютно все, и причем они настолько универсальны, что умеют действовать так, что не видны их недостатки. Вот я бы в чем увидел их главное преимущество перед своими непосредственными конкурентами. The Celtics have the big three. What's the difference between those two other than the championships that you see when sizing them up? Who do you think? Какая же разница между, например, большой троицей Селтикс, Гарнетт, Аллен и Пирс и Сан-Антонио Спёрс, Паркер, Жинобили, Данкан, Гейл Гудрич, легендарный в прошлом защитник Лос-Анджелес Лейкерс, номер которого 25-й, подвешен под своды Стейпл-центра. Считает, что нельзя сравнивать эти троицы и говорить, какая из них сильнее. Каждая представляет уникальное значение для своей соответствующей команды. Просто баскетболисты Спёрс выиграли пока гораздо больше, и, наверное, в этом их главное преимущество. Но, тем не менее, на подъеме находится именно тройка и вся команда Бостон Селтикс. Separates the two threes that we're talking about is hunger. One unit has never won it before. To me, that gives them that edge. Голод разделяет и отличает эти большие троицы, потому что одна из них, бостонская, не выиграла пока ни одного титула, и каждый из этой троицы. А вот где-то Спёрс могут уже быть и наевшимися. Ну и, конечно же, невозможно не вспомнить легендарную большую троицу Чикаго Буллз. Майкл Джордан, Скотти Пиппен и Деннис Родман. В середине 90-х привели Чикаго Буллз к 3 подряд победам в чемпионате NBA. Сложилась идеальная ситуация для того, чтобы Деннис Родман присоединился к нашим легендам, Майклу и к Скотти. That was not Bennington. That was Pippen. Hey, the addition of Dennis Rodman. Это был не Билл Уэннингтон, который забил сверху, это был Скотти Пиппен, многолетний партнер Майкла Джордана, и к этой сладкой парочке в 95-м году присоединился и Деннис Родман. И он стал действительно тем помощником, которого не хватало Чикаго Буллз, ибо я напомню, что после возвращения Майкла Джордана в сезоне 94-95 в конце этого года быки проиграли в плей-офф Орландо Мэджик, команде, в которой были и Шакил О'Нил, и Хорас Грант на тот момент. А вот уже в следующем сезоне быки взяли реванш именно во многом благодаря работе на щите Денниса Родмана, который умел, мог и знал, как бороться с такими монстрами, как Хорас Грант и Шакил О'Нил. И в том сезоне 95-96 годов Чикаго Буллз установила рекорд, возможно, на все времена, выиграв 72 матча в регулярном сезоне. Ну и главное, конечно же, то отношение, которое было у Фила Джексона к Деннису Родману, несмотря на все выходки последнего с его постоянным перекрашиванием головы в различные цвета, с его многочисленным пирсингом, с его неортодоксальным поведением на площадке. Джексона это, в отличие
от многих других тренеров, просто не волновал. Он позволял Родману дурачиться как угодно. Главное для него было то, что делает Родман на площадке, то, что он может добавить этой феноменальной команде. И такое отношение оказалось идеально подходящим и для бэтбоя Денниса Родмана, и для его более ортодоксальных партнеров, таких как Скотти Пиппен и Майкл Джордан. Ну а теперь у нас рассказ о троице, с которой мы и начали программу. Легенды баскетбола. Лучшая передняя линия в истории игры. Роберт Пэриш, Кевин Макхейл и Ларри Бёрд. Люди, которые формировали историю команды Бостон Селтикс 80-х. Роберт Пэриш, его прозвали The Chief. Потому что его выражение лица редко когда менялось, и сходство было однозначным с персонажем повести Кевина Кизи, пролетая над гнездом кукушки, и в частности фильма Милоша Формана, где был такой персонаж, как вождь. Огромный индеец, которого герой Джека Николсона, Рэндалл Патрик МакМёрфи, пытался учить играть в баскетбол. Put it in a basket, Chief! Put it in a basket! Мы играли в баскетбол так, как и нужно было играть в баскетбол. Вот когда Jesus Christ решил создать эту игру, сел, видимо, за стол и набросал на бумаге. Вот именно в тот баскетбол мы играли в 80-е с Лэри, с Кевином, с Деннисом Джонсоном, с Дэнни Эйнджем, с Биллом Уолтоном и с многими другими легендарными игроками, носившими Green and White. Я горжусь тем, что ни в одном матче мы не играли спустя рукава, мы не относились к соперникам как-то по-разному. Мы в каждом поединке действовали так, как будто это был наш последний. Вот только сейчас я понимаю, насколько хороши мы были. И молоды тоже. You did it with hard work and teamwork. You've earned it. It's yours. Enjoy it. Bird, McHale, and Parrish would all go on to the Basketball Hall of Fame. И Бёрд, и Макхейл, и Пэриш все уже включены в зал баскетбольной славы, который находится в городе Спрингфилд, штат Массачусетс. Ну, вместе они выиграли, кстати, не так и много титулов. 3. В 81-м, 84-м и 86-м, ибо в 80-е была и другая династия, Лос-Анджелес Лейкерс. Уникальность Бостона заключалась в том, что Ларри Бёрд, игрок высокорослый, нападающий, был, по сути, лучшим пасующим той команды. Кевина Макхейла вообще все называли лучшим лоу-пост-скорером в истории игры. То бишь человеком, который, находясь спиной к кольцу, мог обыграть своего соперника миллионом различных способов. И это не преувеличение. Именно так и называл его Чарльз Баркли. Бёрд был лидером, безусловно. Может быть, не таким уж и заметным, но тем не менее на площадке именно им
принимались самые важные решения. Человек доминировал. Он был суперзвездой, тем не менее не гнушался падать на площадку за отскочившими мячиками и в то же время был королем бросков на последних секундах. Right, and even on a bad night, they usually still got the W because they were that good and that clutch. And we need to take another break, but we're coming back reaching deep into the vault for a look at how the three-man formula helped build a dynasty back in the 50s with the Minneapolis Lakers. Hi there, everybody. Last spring, the Minneapolis Lakers won their 5th World's Championship in 6 years of league play. But a lot more goes into a World's Championship than just individual talent. Work, for example, in planning and practice. Practice and then more practice. To build a great team, a championship team, you need the immense height and Ну и strength of последняя men like страничка Michael. нашего сегодняшнего журнала, который посвящен самым знаменитым троицам в истории NBA, переносит нас в далекие 50-е. Тогда в NBA доминировала команда Миннеаполис Лейкерс. Во главе, конечно же, с Джорджем Майконом. That's what you come to the vault for. Hey, Vern Mickelson may have been a great player, but a ballerina? Maybe not, when you consider the fact that he holds the NBA's all-time record for DQs. Those are foul outs. But those Minneapolis Lakers earned a place in the record books for a different reason. They were the NBA's original dynasty, winning 5 in 6 years. Первая династия в истории NBA. Лейкерс выиграли 5 титулов за первые 6 сезонов. I want to stay on big threes with the Lakers. And Gail, we'd be remiss if we didn't bring up the big three with you and Wilt and West in the early 70s, that won 33 straight games that one year and won the championship. Конечно же, этот лист не полон, потому что тот же Гейл Гудрич в начале 70-х вместе с Джерри Уэстом и Уилтом Чемберленом формировали очень даже убойное трио игроков Лейкерс. В 80-е у Лейкерс был Мэджик Джонсон, Джеймс Уорди и Карим Абдул-Джаббар. Команда, которая выиграла 5 титулов чемпиона NBA в 80-е. What about Jamal Wilkes? And Jamal Wilkes is a fourth player. I mean, he won a title before Worthy got there. Exactly, with San Francisco or Golden State. With the Lakers also. Oh, okay. So then, but I mean, you talk about. Джамала Уилкса можно вспомнить, который выиграл титул сначала с Golden State Warriors, потом с Лос-Анджелес Лейкерс. Очень много подобных троек было, поэтому сложно выделять какие-то конкретные. Можно вспомнить филадельфийскую тройку: Моузес Мэлоун, Джулиус Ирвинг, Эндрю Тони. А сколько было игроков в ABA, в Американской баскетбольной ассоциации? Джулиус Ирвинг там тоже играл, Дэвид Томпсон, Фредди Браун. Но на это понадобится еще несколько подобных программ. А в 60-х Селтикс. I mean, you know that, but those Celtic teams were. So Russell and any other two. Well, Russell, Henson, and Cousy, not too bad. Exactly. And then you have Havlicek and Sam Джон Jones. Хевличек, который играл в 70-х. And well, it wasn't a big three. Peter ripped that away from me. It was just a dynamic duo and a talking head from Minneapolis. Hey, it's just about time to wrap up this show for this week. Ну вот и все. Спасибо за то, что прокатились на нашей баскетбольной машине времени. Смотрите нас в дальнейшем.